Посмотрите внимательно на свои экраны и ответьте на вопрос, что вы сейчас видите на переднем плане. Наверняка многие из вас ответили, что это красиво цветущий и пышно цветущий фаленопсис. На самом деле все не совсем так, а точнее, совершенно не так. И тут впору загадать загадку. Одна из этих орхидей родилась и выросла в Нидерландах, и зовут ее Викторио. Другая выросла в России, и зовут ее Амазонка. У обеих орхидей просто огромный размер цветка. Диаметр цветка 12-13 сантиметров. Можно ли их отличить, а главное, нужно ли это делать? Вот в чем вопрос. Привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Помимо того, что сегодня мы будем смотреть на результаты, которые я получила в течение 4 и 6 месяцев соответственно, я буду отвечать на те вопросы, которые никогда не закончатся. И если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это важно для канала и для алгоритмов YouTube. Вчера в нашем одноименном телеграм-канале участникам был задан интересный вопрос. Продолжают ли поступать в Россию орхидеи, выращенные в Голландии? Разумеется, а как же иначе, ответили одни. Но был еще один ответ, смысл которого сводился к тому, что в России орхидеи и вовсе не выращивают. Правда ли это? Давайте разбираться. Первую из этих 2 орхидей, выращенную в Голландии, мне подарили в день рождения, 19 декабря 2023 года, то есть чуть более полугода назад. Орхидея была посажена в очень маленький горшок диаметром всего 9 сантиметров. Холодный зимний декабрь – не лучшее время для транспортировки теплолюбивых растений. Многие орхидеи теряют корневую систему, тургор листьев, на листьях появляются отеки и сопутствующие проблемы. Моей орхидее тоже не повезло, вся ее корневая система превратилась в кашу или в кисель. Проблеме покупки орхидей без корней посвящено несколько видео на этом канале. И если вы их еще не смотрели, ссылки на них я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Огромное количество гниющей органики не способны переработать даже наши маленькие помощники в посадке орхидеи. Я пересадила эту орхидею в горшок диаметром 12 см в канун Нового года. Ну а дальше всю работу по превращению гниющей органики в полезные минеральные соединения я предоставила нашим маленьким помощникам в посадке орхидей. Их боятся, их непременно хотят истребить любым способом, а главное, их часто путают с самым злостным вредителем орхидей. Давайте еще раз посмотрим на этих милых членистоногих, которых в народе называют подурами, а в научном мире колемболами или многохвостками. Иногда мне кажется, что эти вопросы никогда не закончатся. Практически каждый новичок пытается показать свое насекомое и просит о помощи. Как отличить, многохвостка это или трипс? Запомните или запишите главное отличие многохвостки от трипсов. Одно из названий трипсов – бахромчатокрылые. У трипсов всегда можно рассмотреть крылышки, обрамленные бахромой. У многохвосток крыльев нет. У них на конце хвостика маленькая вилочка, которая позволяет им очень высоко и шустро прыгать. Еще одно название трипсов – пузыреногие. У основания каждой лапки пузыревидное вздутие, отсюда и название. Трипсы не выносят влажных и мокрых поверхностей из-за особенностей строения своих лапок. А многохвостки, напротив, очень любят воду и все, что с ней связано.
Таким образом, если вы увидели подобное членистоногое насекомое в поддоне вашей орхидеи или весело резвящееся в воде после полива, переживать не о чем. Это безвредная многохвостка. Ни для самой орхидеи, ни для корней орхидеи эти насекомые опасности не представляют. Они лишь помогут переработать мертвую органику в посадке орхидеи в полезные для растения минеральные составляющие. Можно ли увидеть многохвостку на листьях орхидеи? Иногда можно. Многохвостки делают кратковременные вылазки на листовые пластины растения. Но отличить многохвостку от трипса в стадии личинки все же можно. Посмотрите на свои экраны. Вот такие 6 стадий проходит трипс в своем развитии. Спутать многохвостку можно лишь с трипсом в стадии личинки, и то это сложно сделать. Сейчас тема борьбы с трипсами стоит как никогда остро, и этому вопросу посвящено очень подробное видео на канале. Ссылку на него я тоже оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Но вернемся к фаленопсису Викторио. Как я уже рассказывала вам ранее, на цветоносе этой орхидеи были срезаны все меристемы для того, чтобы орхидея не смогла процвести с боковых ответвлений. Этот цветонос мы срезали с вами в предыдущем видео. Срезали чуть ниже крайней удаленной меристемы. Раз и готово. За это время, то есть за первые 3 месяца пребывания орхидеи у меня дома, она нарастила себе новую корневую систему, в том числе от ствола, и новый молодой лист. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что это абсолютно молодое растение. Длина его листьев не превышает 10 сантиметров, и лишь один лист достигает длины 18 сантиметров. На момент приобретения у орхидеи было всего 5 листьев, 4 из которых маленькие. В моих домашних условиях вырос 6-й. И здесь мы плавно переходим еще к одному очень актуальному вопросу. Вопросу проблем листьев орхидеи. А именно к вопросам самых разнообразных деформаций на листьях орхидеи. Как их трактовать правильно? Как отличить банальные отеки листьев или водянку, которые не лечатся, от поражений орхидеи трипсами или от кладок на листьях орхидей. Итак, первое, но самое главное отличие, которое позволит вам отделить зерна от плевел, а отеки от кладки насекомого вредителя. Яйцеклад трипса не в состоянии проколоть вызревшую ткань листа орхидеи. Поэтому, если вы видите любые вздутости или, наоборот, рытвины в вызревшем листе орхидеи, это однозначно не кладка трипса. И сейчас мы плавно переходим к листьям второй героини сегодняшнего видео, к листьям фаленопсиса амазонка. Вот эти вздутости или пузыри на листьях фаленопсиса, выращенного в теплицах России, не оставили зрителей равнодушными. Многие в комментариях написали, что никогда не видели такие отеки и что это наверняка трипсовые кладки. Сегодня у нас будет уникальная возможность отследить судьбу этих пузырей, что стало с ними дальше спустя 3 месяца. Что же это такое? Водянка или отек, кладка трипса или нечто другое? Эта орхидея появилась у меня дома в конце февраля этого года, то есть чуть больше 3 месяцев назад. Орхидея выращена в теплице России на берегах озера Байкал. В теплицах бурятского города Улан-Удэ орхидеи выращивают в мху. Цена этих растений на орхидейном рынке Дальнего Востока несопоставима с голландскими. Она в 2, а порой и в 3 раза меньше.
Продажа этих орхидей чаще всего позиционируется как продажа рассады. В моем случае мне досталось молодое растение с 5 листьями и первым цветением в жизни орхидеи. Это цветение на 2 цветка еще в магазине продавца вы сейчас видите на своих экранах. Я купила эту орхидею с торговым названием «Амазонка». Купила, чтобы сравнить российскую амазонку с голландским фаленопсисом Викторио. Обе орхидеи будто догадались о моих планах и позволили мне это сделать. Давайте посмотрим, как это было. В данном случае, впрочем, так часто бывает, у орхидеи во время транспортировки сломался цветонос. У этих орхидей из Улан-Удэ очень прочные металлические держатели для цветоносов. Даже если придавить орхидею сверху чем-то не очень тяжелым, держатель не сломается, а цветонос обязательно. Я совершенно не расстроилась по этому поводу. Напротив, я люблю получать нецветущие орхидеи и любоваться уже своим домашним цветением. Кроме того, цветонос сломался очень правильно. Отломался лишь кончик с 2 цветами, а все меристемные почки на цветоносе остались неповрежденными. На тот момент я была практически на 100% уверена, что амазонка не заставит себя долго ждать. Она обязательно найдет почку, из которой сможет в ближайшее время зацвести. При правильно созданных условиях и физиологичном уходе на адаптацию орхидеи дома после пересадки и активацию почки на цветоносе ушел всего 1 месяц. А через 3 месяца после приобретения, то есть в конце мая 2024 года, амазонка выглядела уже вот так. Из верхней непострадавшей меристемы у нее выросло длинное ответвление от цветоноса, на котором сформировалось 7 прекрасных бутонов. Я адаптировала это растение в новой посадке по всем принципам и канонам канала «Классика орхидейного жанра». Этой теме посвящено несколько отдельных и полноценных видео на канале. Я пересадила эту орхидею из мха в мох с добавлением коры. И, конечно же, это посадка на фитиль. В случае адаптации новых растений, долгое время растущих в мху, нужно обязательно соблюсти влагоемкость новой посадки. Она ни в коем случае не должна кардинальным образом отличаться от прежней. В новой посадке я на 2/3 использую мох из предыдущей и добавляю 1/3 коры хвойных пород деревьев с добавлением кремниевита или любой другой кремниевой составляющей. Правильная адаптация в новом субстрате и правильные физиологичные условия содержания орхидеи и ухода за ней позволили абсолютно и совершенно молодому растению из бокового ответвления от основного цветоноса сформировать новый полноценный цветонос с 7 бутонами. Еще задолго до приобретения этого сорта я знала о его крупноцветковости, но как эта орхидея зацветет в моих домашних условиях? До какого размера дорастит свой цветок? Я пристально наблюдала за бутонами этой орхидеи еще и потому, что именно на листьях этого фаленопсиса я обнаружила подозрительные пузыри. Но наука есть наука. Если сказано в научных источниках, что яйцеклад трипса не способен проколоть вызревшую ткань листа фаленопсиса, значит не способен. Все бутоны оказались абсолютно чистыми и нетронутыми никакими вредителями. А бутоны, ровно как нежные цветоносы и вновь появившиеся листья, как известно, являются самыми излюбленными пищевыми предпочтениями трипсов. Напомню вам еще раз,
Именно появление чистого, неповрежденного и непораженного листа и чистых бутонов на цветоносе являются залогом свободности растения от трипса. И поскольку сразу после адаптации в домашних условиях орхидея не стала растить новый лист, а сразу принялась за цветение, наблюдать следовало именно за цветоносом и за бутонами на нем. Не в моих правилах как-то формировать первый цветонос. Первое домашнее цветение для меня всегда ознакомительное, но в этом случае я сделала исключение. О том, как я формирую цветоносы у фаленопсисов и как сделать так, чтобы цветы смотрели в одну сторону, есть отдельное видео на канале. Но прежде чем мы перейдем к созерцанию цветения этого фаленопсиса, давайте посмотрим, во что превратились те подозрительные пузыри на листьях фаленопсиса амазонка. При нормализации ухода за фаленопсисом без излишних просушек или переувлажнения субстрата подозрительные пузыри на листьях фаленопсиса сдулись и засохли. В предыдущих видео на канале я неоднократно говорила вам, что если такие прыщики, пупырышки и вздутости на листьях орхидей вас все же беспокоят, я рекомендую их запечатывать лаком для ногтей или клеем. Я не стала этого делать, потому что уверена, правильные условия содержания и физиологичный уход сделают свое дело. Орхидея сама справится с этой проблемой. И здесь можно пронаблюдать мое твердое убеждение в действии. Орхидеи невероятно крепкие растения, если им не мешать развиваться правильно, если их не травить лишний раз химией. Не травить орхидеи, не травить себя и своих близких. А теперь давайте посмотрим на листья фаленопсиса амазонка целиком, и вы сможете их сравнить, если захотите, вернувшись к просмотру листьев фаленопсиса викторио. Я говорила вам об этом ранее, форма и размер листьев фаленопсиса непосредственно зависят от условий содержания растения. Поэтому я совершенно не удивлюсь, если со временем и форма листьев, и размер листьев у обоих фаленопсисов изменятся. А еще я хотела вам показать нового помощника в посадке с этим фаленопсисом. Такого спутника орхидеям я еще ни разу не подселяла. Этот разработанный мною метод по быстрой адаптации, быстрой активации и лечению орхидей я назвала «Живое к живому». И если вы ничего не знаете об этом, отдельное видео тоже есть на этом канале. Российская амазонка оказалась более шустрой, нежели голландская викторио. Купленная 2 месяцами позже, она первой распустила цветок. Цветок стартовал с размера 10 см во время распуска, но уже в течение нескольких дней стал размером 11 см, а затем и 12. Я много раз говорила вам и сделала не одно видео на канале, которое подтверждает, что яркость цветка и его размер прежде всего зависят от условий содержания орхидей и ухода за ними. Размер цветка фаленопсиса викторио стартовал с еще более крупного размера и в итоге достиг 13 сантиметров. Расскажу вам, если вы не знаете, цветок фаленопсиса продолжает расти даже после полного распуска. Не спешите мерить цветок сразу, как он раскрылся. Подождите несколько дней. Я уверена, вы будете приятно удивлены. На мой взгляд, ни по форме цветка, ни по его окраске, ни по его размеру оба эти фаленопсиса не отличить. Крупноцветковые, яркие, обе орхидеи, и голландская, и российская, сформировали по 7 бутонов на цветоносах. Амазонка начала распускаться раньше, а викторио сделала это быстрее. В
конечном итоге окончательного полного распуска каждая из них достигла с интервалом всего несколько дней. Эти цветоносы настолько объемные, настолько тяжелые, что обе орхидеи пришлось поместить в керамическое и цементное тяжелое кашпо. Но все эти поиски солнца для красивых съемок не прошли бесследно, и сразу после вот этой съемки на сильном ветре я сломала кончик цветоноса у фаленопсиса Виктория вместе с одним бутоном. Посмотрите на них обеих еще раз, не подключая логику. Скажите, вы сможете определить, какая из них амазонка, а какая Викторио? Не можете? Вот и я не могу, пока не посмотрю на листья или хотя бы на расположение цветов. А теперь их можно различить еще и по количеству цветов, ведь у Викторио на один цветок меньше. В формировании цветоноса у Викторио я постаралась не допускать прежней ошибки, которую допустила с амазонкой. Амазонку я раньше развернула цветоносом к себе, тем самым изменив направление к источнику света. Соответственно, цветонос у Викторио получился более ровным, более правильным и чуть более крупноцветковым. Вот такой результат за 6 и за 4 месяца. Напомню, Виктория в моем уходе полгода, а амазонка всего 4 месяца. Сгнившие корни, пересадки, адаптация в новых условиях, многохвостки, отеки на листьях и новые цветоносы. Вот то малое, через что довелось пройти этим двум орхидеям. Они справились, а это значит, что сорт, а это без сомнения один и тот же сорт, очень крепкий и сильный. Амазонка, выращенная в российской теплице, к тому же почти в 3 раза дешевле голландской Викторио. Вывод для тех, у кого есть такая возможность. Если вы давно хотите этот сорт и до сих пор сомневаетесь, смело берите амазонку. А если вы хотите такие же яркие и крупные цветы у своих орхидей, рекомендация одна. Присоединяйтесь к каналу «Классика орхидейного жанра» в YouTube и Telegram. И помните, что впереди у нас невероятно много интересного.